катера, покачивающие боками у пирса, море, соблазняющее нас своими вкусными дарами, Кавала – небольшой городок на севере Греции, подпираемый холмами восточного подножия горы Символо. В XIX веке город был невообразимо богат. Табак, выращиваемый в окрестностях Кавалы, грузили в ее порту на корабли, развозившие его по всему свету. В античные времена город носил имя Неаполь и лет 200, а то и больше, служил важной остановкой на имперской дороге Виа Игнатия и первым европейским портом на пути купцов и путешественников, возвращавшихся с Ближнего Востока. Это здесь высадился апостол Павел на пути Филиппы по ходу своей первой миссионерской поездки в Европу. В последующие века порт и крепость принадлежали по очереди византийцам, норманнам, франкам, венецианцам, османам и во время обеих мировых войн болгарам. Одна из самых известных достопримечательностей Кавалы – это ее акведук, который местные жители называют Камарис. Великолепное старинное сооружение соединяет старую и новую части города. Акведук имеет 3 уровня – уровень города, уровень воды и уровень птиц. До наших дней сохранилось около 60 арок 4 разных размеров. Несмотря на то, что акведук – это придумка и изобретение римлян, этот был построен достаточно поздно, в XVI веке. Строили его по приказу Сулеймана Великолепного на месте старых развалин византийских стен начала XIV столетия. Как вы уже догадались, мы сегодня про историю будем много говорить. Увидим самые старые части города и то, что традиционно называется в Европе Old Town – старый город. И, познакомившись с акведуком, пойдем вдоль набережной. Отсюда хорошо видны грандиозные стены Кавалы и Имарет. Имарет поначалу служил столовой и общежитием студентам, изучавшим мусульманское богословие. Потом он был в разное время и бесплатной столовой для нуждающихся, и домом для беженцев, и даже выполнял функции складского помещения. Сейчас отделанные деревом вестибюли, конюшни на нижнем этаже и помещения для гарема – все это территория фешенебельного отеля, в который мы никак не сможем попасть, если только не являемся его постояльцем. Остается любоваться им снаружи или через стеклянные двери. Имарет, кстати, до сих пор официально принадлежит правительству Египта, потому что построен он был Мохаммедом Али, пашой Египта и основателем династии, кончившейся на короле Фаруке в 1952 году. Дом, где жила албанская семья, у которой в 1769 году родился младенец, будущий правитель Мохаммед Али, находится здесь же, неподалеку. Если вы не уверены, идете ли вы в нужном направлении, найдите табличку «Старый город» недалеко от акведука и магазина фирменных печенье «Курабье». Название для вас, наверное, знакомое, но вкус у местного курабье совсем иной. Его везут из Кавалы в качестве сувениров, поэтому можете смело купить пару коробочек. Старый город интересен не только своей древностью и следами истории. Внутри него прорастает своя субкультура. Каждый житель создает здесь свою микровселенную в надежде облагородить окружающее пространство. Колорит уникален, от цыганского магазина с дружелюбными слонами до изысканных грифонов в окружении розово-голубого декора.
продолжим нашу прогулку по тихим уютным улочкам, чтобы увидеть мечеть Халил-бей. Под мечетью когда-то была раннехристианская церковь Святой Параскевы. Руины ее и сейчас видны сквозь стеклянный пол мечети и рядом с ее стенами. В первые века османского владычества распространенной практикой являлось строительство мечетей на месте православных храмов и превращение церквей в мусульманские молитвенные дома. Мечеть являлась частью более крупного комплекса, куда входило медресе, религиозное образовательное учреждение. Здесь был кабинет для преподавательского состава и 8 комнат для учеников. Все эти помещения сохранились в хорошем состоянии до наших дней. В начале XX века здесь действовала начальная школа для девочек, а с 1930 до 1940 года здесь размещался филармонический оркестр Кавалы. Отсюда пошло название «Музыкальная мечеть». Сегодня ее называют «Старая музыка». Храм Успения Пресвятой Богородицы сравнительно новый, его построили в 1957 году. Но он был возведен также на месте действующего монастыря XV века, который являлся единственным христианским зданием в городе до середины XIX века. Однако со временем храм обветшал, и ему потребовалась значительная реконструкция, а скорее можно сказать, что его просто возвели заново, но на старом фундаменте. Попасть в храм мне не удалось, но за ним я нашла чудесное место для отдохновения – небольшой садик и смотровую площадку с сочными иголистыми соснами и фантастическим морем лазурно-зеленого цвета. Устав от насыщенной прогулки, отдохните в кафе «Брики» с тлеющими на живом огне поленьями и уже другим панорамным видом на уютную и гостеприимную Кавалу.